Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Сегодня мы продолжаем нашу музыкальную панораму. И вот шли уже вторые половины 60-е. И рок-музыка, понимаете ли, давно переросла свои короткие штанишки и примитивное Common Baby на 3 аккордах. Она как губка прожорливая стала всасывать в себя все подряд. Фолк, кантри, блюз, а порой и вовсе заглядывала в ноты классикам. Ну и, само собой, не могла она пройти мимо джаза с его умными гармониями. И пошло-поехало, джаз-рок. А он, надо сказать, был очень разный. Вот, скажем, Майлз Дэвис. Тот взял да и вернул свои крутые джазовые композиции электрогитары и рок-ритмы. А с другой стороны баррикады британцы King Crimson. Те, наоборот, свои мрачноватые рок-вещи стали подмешивать джазовую вольницу с их бесконечными и виртуозными импровизациями. Были и третьи. Те просто брали попсово-роковую начинку и аккуратно заворачивали ее в джазовую обертку. Как? Да очень просто. Представляли группе духовую секцию, и она тут же превращалась в этакий карманный оркестр. И вот к этой самой третьей категории смело можно причислить американскую команду с говорящим названием Blood, Sweat and Tears, что в переводе означает «кровь, пот и слезы». Is that any way for a man to carry on? Oh, you think they want his loved one gone? I love you, babe. История группы началась в Нью-Йорке в 67-м. А где же еще, спрашивается? Город, который в то время по плотности музыкальных гениев на квадратный километр, безусловно, занимал первое место в мире. Заварил всю эту кашу некий Эл Купер, парень с фантазией и, что важно, с целью собрать денег на поездку в Европу. Ну, собрал он таких же энтузиастов, среди которых был и гитарист Стив Кац. Отыграли один концерт, а расходиться жалко. Дух, понимаете ли, коллективный уже витал в воздухе. И вот что интересно, название-то они стырили, да не постеснялись. Позаимствовали у самого Джонни Кэша, у которого в 63-м вышел альбом точно с таким же названием. Но в рок-н-ролле, как известно, заимствовать не красть, а отдавать дань уважения. Ну а дальше как в сказке. Их заметила крупная фирма Columbia, подсунула контракт, и 16 декабря 67-го в нью-йоркском клубе «Сцена» состоялось официальное крещение новорожденной группы с этим самым кроваво-слезным именем. Первый альбом они записали с Купером во главе. Достиг он, между прочим, 47-го места в американских чартах. Звучание было пальчики оближешь. Кратчевый вокал самого Элла, великолепные аранжировки, мелодии, все как мы любим. Но, увы, идиллия длилась недолго. В любой команде, где больше 2 человек, начинаются трения, а тут целых 9. Художественные разногласия, понимаете ли. Коллеги по цеху, тот же Кац, считали, что Купер не самый сильный вокалист. Мол, нужен фронтмен покруче. В общем, в апреле 68-го Эл Купер, этот талантливый музыкант, собрал свои чемоданы и покинул корабль, который сам же и построил. Вот такие, друзья, нравы в большом музыкальном бизнесе. Ну так вот, Эл Купер покинул корабль, а корабль-то плыть должен. И вот барабанщик группы Бобби Коломби с Катцем устроили настоящий кастинг-шоу в поисках нового фронтмена. Представляете, кого они в расчет брали? Стивена Стилса из Баффало Спрингфилд, Алекса Чилдена, будущую звезду Биг Стар, и даже Лору Найра рассматривали. Вот это был бы поворот! Но в итоге их выбор пал на канадца из Торонто, Дэвида Клейтона Томаса. И знаете, это была та самая палочка-выручалочка.
С его появлением в группе начался, что называется, золотой период. Немного перетряхнули состав, естественно, и пошло-поехало. Выпускают они в 69-м свой второй одноименный альбом. И тут начинается нечто феноменальное. Альбом взлетает в чартах и в итоге, вы не поверите, становится альбомом года на Грэмми. Да-да, и обыграл он самих Битлз с их легендарным Эбби Роуд. Вот такой скандал в благородном семействе. А с него вышли аж 3 сингла, и каждый достигал в американском чарте второй строчки. Но самый большой парадокс – их первый хит, песня «You Have Made Me So Very Happy». Знаете, откуда ноги растут? Еще Эл Купер ее в группу притащил, позаимствовал у певицы Бренды Хоуэй. Но с ним записать ее нормально не получилось. Вокал не тянул, как считали музыканты. А вот с Клейтоном Томасом, это была уже совсем другая история. Сингл выходит в марте 69-го, и группа моментально становится суперзвездой. Вот так, друзья. Тот, кого выгнали, невольно передал эстафетную палочку тому, кто пришел на его место. Такие в музыке, понимаете ли, круговороты. Другой хит с альбома – песня «И когда я умру» был написан девушкой по имени Лора Найра. Та самая, которую чуть раньше рассматривали как вокалистку вместо Купера. В репертуар группы эта песня попала не случайно. Музыканты хорошо знали Лору, она приходила к ним на репетиции и кормила пиццей. Свой человек, можно сказать. Несмотря на мрачноватое название, посыл песни был довольно позитивным и заключался в строчке: «Когда я умру, родится новый ребенок и мир продолжится». Еще больше позитива привносила музыка, напоминавшая задорное кантри. Лора сочинила эту песню еще в 16 лет, а первая запись вышла в 66-м в исполнении фолк-трио Питер, Пол и Мэри. Спустя год эта песня уже вышла в авторском исполнении. Ну а затем Blood, Sweat and Tears довели ее до хитовых вершин. А теперь, друзья, подошли мы к самому, пожалуй, знаменитому творению группы. Песне «Spinning Wheel», что в переводе означает «вращающееся колесо». Ирония судьбы, скажу я вам. Сочинил ее сам Дэвид Клейтон Томас. И заметьте, еще за 2 года до того, как переступил порог студии Blood, Sweat and Tears. Он даже записал демо для одного канадского лейбла. И что же? А там подняли панику. Дэвид, это же джаз, а джаз не продается. Вот такой приговор, понимаете ли. Но судьба, она как то самое колесо. Когда Клейтон Томас пришел в коллектив, он сыграл набросок музыкантам. А те, надо сказать, все были из джазовой школы. Услышали и сразу ухватились. Поняли, где настоящий бриллиант лежит. А о чем, собственно, песня? Казалось бы, о детской карусели с этими раскрашенными пони, что бегают по кругу. Но не так все просто. Это же иносказание, друзья мои. Прямо как в библейском Экклезиасте. Все в этом мире крутится, поднимается и опускается. Взлеты и падения, удачи и провалы. Все идет по спирали. И ведь символично, что именно эта песня с ее глубоким посылом прозвучала в финале Великого Вудстока. Можно сказать, что она стала настоящим эпилогом целой эпохи хиппи, эпохи любви и протеста. А теперь самое пикантное. Группу-то, конечно, пригласили на Вудсток, вообще в качестве хедлайнеров, но в знаменитый фильм они не попали. И знаете почему? Виноват во всем менеджер, мысливший исключительно в категориях долларов и центов. Беннет Глотцер его звали. Группа играет, камеры работают, а он является и приказывает: «Все, выключайте, не согласовано, не оплачено». И съемочная группа, скрипя зубами, была вынуждена ретироваться. Вот так из-за сиюминутной жадности группа лишилась своего места в вечности.
в главном документальном фильме 20 века. Настоящая трагедия, доложу я вам. I hear you talking about your troubles and you never learn. Catch a painted pony, let the spinning wheel turn. Так, друзья, а вот здесь история нашей героической команды делает крутой вираж в сторону, скажем так, большой политики и большого бизнеса. И не все эти виражи пошли на пользу их репутации в глазах преданных фанатов. Итак, 70-й год, разгар холодной войны. И вдруг ошеломляющая новость: Blood, Sweat and Tears отправляются в турне по Восточной Европе. И что главное, спонсирует поездку сам Госдепартамент США. Представляете реакцию их поклонников из андеграунда? Тех, кто рисовал лозунги против войны и не доверял ни одному чиновнику. Правильно, критика, непонимание, обвинения в продажности. Но, как выяснилось много лет спустя, не все было так просто. Оказалось, что за кулисами Госдепартамент надавил на группу, и был у него свой козырь. Вид на жительство в США для самого Дэвида Клейтона Томаса. У того, как выяснилось, были проблемы с законом в Канаде, и его депортировали из Штатов из-за просроченной визы. Вот такой дипломатический торг. Вы нам пропаганду в соцстранах, а мы вам легальный статус для фронтмена. Жестко, да? Несмотря на этот скандал, группа, вернувшись домой в июне 70-го, выдает очередной хит, третий альбом, и он снова успешен. Но что в итоге? Музыкальные критики вместо того, чтобы разбирать музыку как заведенные, твердили только о поездке с Госдепом. Проблему с имиджем усугубил еще один, с позволения сказать, элегантный ход. Группа приняла предложение играть в Лас-Вегасе, в шикарном Caesars Palace. Для молодых поклонников андеграунда Лас-Вегас был символом всего продажного, гламурного и устаревшего. Музыка их родителей, Фрэнка Синатры и Дина Мартина, а их кумиры, бунтари с духовыми, теперь развлекали толстосумов за игровыми столами. Представляете разочарование? Вот так, друзья, колесо фортуны, о котором они сами пели, сделало очередной виток. Your hair's all messed up, babe, and the clothes you're wearing just don't fit you right. И вот выходит их четвертый альбом. Состав, понятное дело, уже поплыл, но дух еще держался. Альбом вроде бы получил золотой диск, почетно. Но вот незадача. Ни один сингл так и не ворвался в топ-30. Та самая лампочка на пульте коммерческого успеха начала мигать тревожным красным. Накал тот самый, что выносил их на гребень волны, пошел на спад. И тут кульминация. 31 декабря 1971 года конференц-центр Анахайма. Финальный аккорд в прямом и переносном смысле. Под залп праздничного салюта Дэвид Клейтон Томас, тот самый человек, что вытянул их на вершину, объявляет о своем уходе. В январе 1972 он покидает корабль, чтобы начать сольное плавание. Лейбл, чувствуя конец эпохи, в феврале быстренько выпускает сборник Greatest Hits. И вот тут, заметьте, маленькая, но характерная деталь. Туда попали не полные, мощные альбомные версии, а укороченные сингловые редакции. Такой уже чисто коммерческий ход, намек на то, что главное это уже не искусство, а товар. Этот сборник еще получил золото, став лебединой песней великого состава. Но по сути четвертым альбомом завершилась эра Дэвида Клейтона Томаса. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки,
Помочь мне вы можете через сервис Boosty. Все ссылки оставил в описании под видео. Что ж, друзья, а теперь наша сага переходит в ту самую фазу, которую музыканты называют «через тернии к звездам». Вот только звезды потихоньку гаснут, а тернии все острее. Итак, наш главный герой Дэвид Клейтон Томас покинул корабль. И началось, понимаете ли, настоящая кадровая карусель. Его ненадолго заменил некий Бобби Дойл, а затем Джерри Фишер. Но это было только начало. Фред Липсиус тоже ушел, и его ненадолго заменил Джо Хендерсон, прежде чем Лу Марини освоился в новом составе. Участник-основатель Халлиган тоже ушел, его заменил джазовый пианист Ларри Уиллис, а шведский гитарист Георг Вадениус из популярной шведской группы Made in Sweden присоединился в качестве ведущего гитариста примерно в то же время. В сентябре 1972-го эта обновленная команда выпускает альбом с говорящим названием «Новая кровь». И название себя оправдало, звучание стало жестче, ушло в сторону джаз-фьюжн. Альбом еще держался в топ-40, а сингл с альбома добрался до 44-й строчки. Еще не провал, но уже и не триумф. И тут новый удар. Группу покидает один из ее отцов-основателей, гитарист Стив Кац. Тот самый, кто когда-то собирал этот коллектив с Эллом Купером. Он ушел в продюсеры. Следующий альбом, вышедший в июне 1973-го, иронично назвали «Без пота». Или, если хотите, «Не напрягаясь». Что ж, название в духе нового лас-вегасского гламура. Состав продолжал лихорадочно меняться. Появился Том Мэлоу на валторне, но вскоре его сменил трубач Джон Медрид, который, впрочем, так и не успел ничего записать. Колесо, предсказанное в их главном хите, вращалось все быстрее, вышвыривая из него одного основателя за другим. Так, друзья, а вот здесь наша история превращается в настоящий калейдоскоп, где лица меняются так быстро, что не успеваешь прочитать афишу. Конец 73-го, и группа, похоже, сама уже не помнит, кто в ней играет. В июле 74-го они выкатывают альбом с многозначительным названием «Отражение». Но отражение чего, спрашивается? Прежней славы уже нет. В группе теперь вокалист и саксофонист Джерри Лакруа, новый басист, и оригинальный состав тает на глазах, как весенний снег. И звучание уже не то. Слушаешь, а там угадываются влияние Филли Соул, фанковые мотивы Херби Хэнкока и даже космический джаз Чика Кориа. Неплохо, конечно, но где же тот самый фирменный саунд? Лакруа, едва успев записать один альбом, сбегает в группу Rare Earth, отыграв прощальный концерт в Нью-Йоркском Центральном парке. Его срочно меняет блюзовый певец из Нового Орлеана Лютер Кент. Карусель раскручивается все быстрее. К концу 1974 года и вокалист Джерри Фишер, измотанный бесконечными гастролями, говорит «хватит». И тут продюсеры, хватаясь за голову, принимают отчаянное решение вернуть того, с кем все и начиналось – Дэвида Клейтона Томаса. Последняя надежда вернуть былую магию. И в апреле 1975 года выходит альбом под названием «Новый город». Альбом взлетает, но до 47-го места. Не провал, но и не триумфальное возвращение. Самый высокий чарт-трек – ирония судьбы, кавер на песню Битлз, достигший лишь 62-й строчки. И вот вам итог, друзья. Новый город оказался не таким уж и новым, а свежая кровь не такой уж и свежей. Колесо продолжало вращаться, но магия, увы, испарилась.
барабанщику группы Бобби Коломби, видимо, в отчаянии приходится рыскать по стране в поисках свежей крови. И он находит ее во Флориде, в лице басиста-виртуоза по имени Джако Пасториус. Парень был настолько талантлив, что Коломби даже продюсирует его первый сольный альбом. И в конце 75-го Джако на короткое время подменяет басиста группы в турне, а в начале 76-го его уговаривают присоединиться на постоянной основе. Но, увы, гения было не удержать. Всего через 3 месяца Джако Пасториус совершает кульбит и сбегает в самую авангардную на тот момент команду Weather Report. Вот так наш пароход лишился, возможно, своего самого гениального матроса. Ненадолго его место занял Кит Джонс, потом Дэнни Трифон, кадровая чехарда продолжается. В июле 76-го они выпускают очередной альбом. Пригласили россыпь сессионных звезд. Звучание было вылизано до блеска, но души в нем не было. Альбом забуксовал на 165-м месте и стал последней каплей для лейбла Columbia, который махнул на них рукой и расторг контракт. В этот момент уходит и последний оригинальный участник, державшийся до последнего – Бобби Коломби. Группа осталась совсем без основателей, превратившись в бледную тень под громким именем. 77-й год. Группа, похоже, уже напоминает корабль-призрак, но ее имя все еще имеет какую-то магическую силу. Они подписывают контракт с ABC Records и выпускают альбом с полным надежд названием «Совершенно новый день». Продюсирует его все тот же верный Бобби Коломби, но это его лебединая песня. После релиза он окончательно покидает палубу, оставаясь, впрочем, единственным владельцем торговой марки Blood, Sweat and Tears. Отзывы на альбом вроде бы неплохие, но продажи, увы, снова подкачали. А дальше снова бесконечная кадровая карусель. Состав меняется так быстро, что диктор Radio Rocks не успевал бы за ним. И тут случается настоящая трагедия, которая ставит жирную точку в этой голове. Январь 78 года. Европейское турне «Амстердам». Саксофонист Грегори Герберт, талантливый 31-летний музыкант, умирает от передозировки наркотиков. Потрясенная до глубины души группа в полном молчании возвращается домой. После такого удара продолжать казалось немыслимым. Но в 79-м под давлением менеджера, жаждущего гастролей, Дэвид Клейтон Томас решается на отчаянный шаг. Он возрождает Blood, Sweat and Tears в совершенно новом обличье. С ним и сборной Канады из неизвестных широкой публике музыкантов. Они подписывают контракт с Lux Records и в марте 80-го выпускают альбом. Это была еще одна, уже последняя попытка переизобрести себя. Звучание сменилось на фанковое в духе Tower of Power и группы War. Но друзья-поклонники встретили это в штыки. Для них это было уже не то, не та кровь, не тот пот и не те слезы. Итак, картина маслом. Дэвид Клейтон Томас, душа и голос золотых лет, оказывается в курьезной ситуации. Он не владеет правами на название Blood, Sweat and Tears. Его новая команда — это просто группа Дэвида Клейтона Томаса. А промоутеры, желая нажиться на старом бренде, вовсю печатают на афишах крамольные 3 слова. Выход был найден в 1984 году. Менеджер Дэвида, Ларри Дор, заключил с Бобби Коломби, владельцем торговой марки, лицензионное соглашение. И вот так, на 20 долгих лет Клейтон Томас получил законное право гастролировать с постоянно меняющимся составом под крышей желанного названия, вплоть до своего окончательного ухода в 2004 году. Но это еще не все. В 98-м, словно
Пытаясь восстановить связь времен, Дэвид записывает сольный альбом. И это был настоящий штрих гениальности. Он собрал на одной пластинке дюжину ветеранов группы. Получился трогательный и ностальгический реуньон, последний вздох того старого духа. When the quarter calls and we go downtown, she's such a lovely sight to see. She's my jambalaya mama, she's my one and only nothing's gal. А что же сама вывеска Blood, Sweat and Tears? А она, друзья мои, жива до сих пор. Группа продолжила существование и без Клейтона Томаса. Правда, она превратилась в вечный гастролирующий аттракцион. По последним, понимаете ли, подсчетам, через ее ряды прошло аж 165 человек. Настоящий музыкальный летучий голландец, чья команда состоит из вечно сменяющихся призраков. Были и попытки вернуть былое. Стив Кац на несколько лет вернулся в качестве специального гостя. Группа даже отделила сцену с другими титанами вроде Чикаго, что выглядело довольно сюрреалистично, будто два почтенных корабля-призрака плывут рядом. А на дворе уже 10-е годы. А имя Blood, Sweat and Tears все еще кочует по афишам. Но кто же стоит у микрофона? С 2013 по 2018 годы группу возглавлял Боб Райс, парень, занявший второе место в шоу American Idol. Ничего не имею против Бо, но как-то это далеко от джаз-роковых бунтарей 69 года, вы не находите? В 18-м его меняет бывший вокалист Tower of Power Том Боуз. Звучит солиднее, но ненадолго. Уже в 19-м фронтменом становится Кид Палуза, участник другого телешоу «Голоса». Настоящая карусель талантов, управляемая из-за кулис менеджерами и владельцами бренда. И вот что поразительно. С 80-го года, вот уже 45 лет, эта вечно гастролирующая труппа не выпустила ни одного нового студийного альбома. Насыщенная концертная деятельность, да, но нового слова в музыке нет. Они превратились в живой музей, ностальгически исполняющий хиты полувековой давности. Rich relations may give you crust of bread and such. You can help yourself, just don't take too much. Your mama may have, your papa may have. God bless the child that's got his own way. А теперь давайте отойдем от конкретной группы и взглянем на картину в целом. Как известно из истории, революционная ситуация – это когда верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Или, как сказал один шутник, когда сверху не могут, а снизу не хотят. Именно так и происходило появление новых жанров. От новоорлеанского джаза до панк-рока. Зарождавшаяся внизу, в недрах народа, эта музыка лишь постепенно, медленно, с оговорками принималась наверху, подчас шокируя людей с ней незнакомых. Достаточно вспомнить хотя бы Горького с его описанием джазового кошмара в городе Желтого Дьявола. Сегодня эту музыку с невинным названием «Диксиленд» можно играть где угодно, хоть в высшей партийной школе. Так вот, Blood, Sweat and Tears в своем зените шли, если можно так выразиться, обратным путем. Они взяли новое бунтарское явление – рок и облачили его в респектабельные, понятные критикам одежды, джаза и блюза. Они пролили бальзам на души всех, кто хотел шагать в ногу со временем, но так, чтобы и время немного подстраивалось под них. Это был гениальный ход, но с годами они стали заложниками созданной ими же формулы. Верхи в лице менеджеров и владельцев бренда уже не могли управлять по-старому, создавая новую музыку.
А низы, сами музыканты, уже не хотели или не могли воспроизвести ту самую магию. Они постепенно зашли в тупик. Но все же, послушав музыку Blood, Sweat and Tears, хочется сказать спасибо вам, ребята, что вы есть. А я тихо добавлю спасибо вам за то, что вы были. А с вами был Булат Мадиев. Всем пока и всего наилучшего. Thank you so much. You guys are wonderful.